Топ-роутеры Flint. Вы часто слышали эту фразу от меня. Ну что же это за роутеры? Что это за линейка роутеров? Какие роутеры существуют? Именно актуалочка на 2026 год. И что для какого сценария работы выбрать, мы сегодня с вами обсудим в этом обзоре. Имеется в виду, вот смотрите, вы думаете, я флинтами не пользуюсь? С флинтами я пользуюсь постоянно. Есть вот такой вот Slate 7 с экранчиком, красивый. А вы скажете, а что это за роутер? А я вам скажу, это мобильный роутер, да, полноценный с туннелингом. И вы такие, блин, прикол. А что там еще? Ну, сейчас вот поговорим. А что это? А это у нас Flint 3. А это полноценный Wi-Fi 7 роутер с 6 ГГц. А есть еще Flint 2. И вы сейчас меня спросите, а чем прикол этих роутеров? Объясню. Это OpenVRT. Так вот, какой OpenVRT на каких роутерах? Какая платформа на каких роутерах? Что лучше брать для какого сценария? У какого лучше покрытия, у какого лучше скорости? Сегодня мы с вами обсудим всю линейку этих роутеров, потому что я ими пользовался, вот именно теми, которые я сейчас рекомендую, всеми, и пользуюсь постоянно. Ну, кроме того, что я пользуюсь еще Xiaomi, да, для максимального покрытия, то здесь это роутеры прям вот отдельной идеологии жизни. Поэтому давайте так, мы сейчас их берем. Ну, во-первых, мы их не берем пока. Вы пока берете свою мышку, либо пальчик тапаете, там вот нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропускать наши видосики. Ну и, конечно же, ссылки на эти роутеры, на промокоды лежат в описании под видео. А мы с вами идем это все за мой стол и обсуждаем. Ну а теперь берем вот эти вот роутеры, откладываем и будем их немножечко обсуждать. Но перед этим, конечно же, подписываемся, нажимаем колокольчик, а ссылки на проверенных продавцов и на промокоды на такие роутеры я закинул в описании под видео. И начнем с того, что у нас, вы видите на экранчике, да, там целый набор этих роутеров, BE9300, MT6000 это Flint 2, да, это Flint 3, Flint 3E и, конечно же, у нас Slate 7. Все очень бы хорошо, но давайте мы сразу уясним, что есть два типа процессоров на текущий момент на флинтах. Это Qualcomm, да, в частности, они используют IPQ5322, который есть, есть они используют и на Slate 7 чуть-чуть слабее, там на 1,1 ГГц проц, и на том же самом Flint 2 они используют MediaTek Filogic 830, это MT7986 на Cortex A53 ядрах, достаточно хороший, нормальный процессор 2 ГГц. Вот в чем же разница, допустим, архитектур MediaTek и Qualcomm? То есть я сейчас постараюсь построить для вас рейтинг в зависимости от сценариев вашей работы и того, что вы хотите делать. Если вы гик и вы хотите полную свободу, однозначно Flint 2. Вот он перед вами на экране, стоит он сейчас $139. Обзорчик я делал, тесты в домашних условиях делал, и там все как бы хорошо. Смотрите, дело в том, что вот этот вот Flint 2, который на серии F-Logic, на серии Filogic, вернее, он так называется, он считается золотым стандартом, по сути, для современного OpenVRT. Именно мы обсуждаем с вами OpenVRT роутеры. Драйверы. Это одна из составляющих, потому что открытый исходный код драйверов Wi-Fi MT76 вот этих вот серий процессоров, он изначально из-за него, именно из открытого исходного кода можно ставить, знаете что, чистый ванила OpenVRT. Это означает, что все будет работать идеально, включая аппаратное ускорение, которое есть, называется offloading. То есть вот эти все аппаратные фишки и VPN и все остальное, они здесь будут работать. Я вам сейчас по скоростям немножечко расскажу. Это означает, что вы с openvrt.org можете скачать различные, допустим, сборки и ставить туда без ограничений. И уж если мы начали обсуждать вот этот вот Flint 2, то какие у него плюсы, да, то есть мы можем с вами рассматривать огромное количество раз, вы можете сами зайти, там есть и поддержка и OpenVPN, и WarGuard, и Cloudflare, и IPv6 стандартно, у него 2 порта 2,5 гигабитных, 4 порта 1 гигабитных, вот он, пожалуйста, да, вот так вот он выглядит точно так же, как Flint 3, но он чуть-чуть другой, потому что это Wi-Fi 6 чистый роутер, да, при том, что у него 2 диапазона, но при этом можно создавать огромное количество там и гостевых сетей, есть самый интересный вот этот вот момент облачных соединений, VPN, серверов, туннелинга и всего остального. Это очень-очень классно. Но есть и особенности. Дело в том, что этот процессор достаточно горяч, хотя пользователи отмечают, что он не греется до каких-то критичных температур.
А теперь немаловажный факт. Вот этот вот Mediatek 2 ГГц, он жует все. Он жует кастомные ядра и мало того, WarGuard у него с аппаратным ускорением будет давать ни много ни мало 900 мегабит. Да, вы не ослышались, но если кто-то не понимает, что такое WarGuard и думает, что это предел скорости этого роутера, то нет, этот роутер, вот у меня на тестах максимум, что я получал, 2,1 гигабита. При том, что здесь порты 2,5 гигабитные, 2,0, 2,1 он спокойно тягает. И вот еще один немаловажный аспект, если вы хотите максимальную дальность, то конкретно решение Flint 2 это конкретно максимальная дальность. Работает он на уровне таких роутеров, как Xiaomi BE7000, который является сейчас вот прям флагманом по покрытию. Именно, знаете, такой дальнобойный, конкретный, мощный роутер. И вот знаете, вот мой вердикт по Флинту 2, он стоит у меня на первом месте. Вот первое место. Это лучший выбор для тех, кому еще не нужен Wi-Fi 7. Он будет работать много лет. Но нужна вот эта вот стабильность и гибкость чистого Linux. Да, чистого Linux. И он, получается, я его отношу для сценария вот домашний сервер и полная свобода. Объясню. Ну, вот этот вот Mediatek в этом процессоре, он позволяет без боли настроить и докер, и AdGuard Home, и сложные маршруты, маршрутизации через BGP, и вот вообще без каких-то проблем. Вы просто ставите Immortal VRT и забываете о проблемных драйверах каких-то, и вообще вот соотношение цена и производительность и покрытия вообще идеально у Флинта 2. Поэтому он на первом месте. Что же у нас с платформой Qualcomm? Qualcomm в данном случае мы обсуждаем с вами Flint 3, вот он, пожалуйста. Мы обсуждаем с вами Flint 3E и обсуждаем с вами Slate 7. Да, Slate 7 сюда попал не зря. Это, знаете что, это мобильная версия. Ну, давайте начнем с Flint 3, а потом мы перейдем на Slate 7, и вы поймете, насколько он интересен. Кстати, Slate 7 интересен еще тем, что у него очень мощное активное охлаждение. Почему? Потому что, ну, Qualcomm в таком маленьком корпусе охлаждать-то надо. Поехали по Flint 3. Ну и Slate 7 сразу же отдельно будем говорить. Смотрите, философия Qualcomm, по сути, ну и 3E тут же, это грубая сила, передовые технологии, радиомодулей, Wi-Fi 7, MLO, там вот эти вот 4К CAM и все остальное. Драйверы. А вот здесь сложнее. Дело в том, что в отличие от Mediatek, Qualcomm полагается на проприетарные драйверы, вот эти вот ATH, как они, кто помнит, ATH12K, да, по-моему, или QSDK, да. Короче, они, по-моему. Вот напишите, кто знает. И, по сути, чтобы выжать максимум железа. Там и аппаратное ускорение в том числе. Но это немножко не те драйверы, которые нужны для чистого OpenVRT. По факту. То есть вы можете вот в теории вы можете накатить на данные роутеры, это очень простым языком сейчас объясняю, на данные роутеры чистый Vanilla OpenVRT, но вы лишитесь аппаратного ускорения. Это одна из основных фишек, которые могли бы давать преимущество OpenVRT роутеру какому-то. И поэтому в стоковой прошивке GLI и Net, вот именно на Flint 3, на Flint 3E, на вот этот вот Slate 7 используется сильно модифицированная версия OpenVRT, часто на старом ядре, на каком-нибудь. Это нужно, чтобы работали бинарные блобы Qualcomm для аппаратного ускорения сетей NSS PPE, вот по сути. Без них работать нормально ничего не будет. То есть, как я уже сказал, чистый OpenVRT образ, он просто отключит аппаратное ускорение. Но при этом драйверы дорабатываются. Я думаю, что все в конечном итоге будет когда-нибудь нормально, когда доработает комьюнити эти самые драйверы. О чем тут идет речь? Что же у нас этот Flint 3E, кстати, продается он сейчас на AliExpress по неплохой цене, с промокодом будет еще дешевле, $179. Давайте вот так вот обновлю, чтобы не было видно в верхней страничке. $179, и тут уже пошло-поехало. У нас трехдиапазонный, 5 2,5 гигабитных портов, то есть он все красиво выглядит, у него есть 6 гигагерц полноценных, да, и по сути у нас есть старое ядро, но это тот же самый OpenVRT с аппаратным ускорением WireGuard. Кстати, WireGuard у него вот до 680 мегабит работает и до 680 мегабит OpenVPN. У нас есть и Cloudflare поддержка, и есть у нас и MLO в Wi-Fi 7, то есть он может объединять 6, 5 ГГц, 2,4. Это конкретно не то, что он делает смарт-сеть с раздельными диапазонами внутри. Нет, это конкретно делается один большой диапазон широкий на одной
сети Multi-Link Operation, так называемый. Но я вам скажу так, у этого роутера есть свои особенности. Он не такой мощный по покрытию, как Flint 2, к сожалению. У него выше потребление, сложность с кастомными прошивками, то есть на Flint 2 можно и кастомные ядра лить там без проблем, то на Flint 3 только на базовой прошивке OpenVRT, которую дает нам GLI.net на старте его продаж. То есть он продает, вы пока кастомы шить вы вообще туда ничего не можете. Вообще, я вам скажу вердикт по такому роутеру для меня брать только в том случае, если вы не супер гиковый фанат какой-то, вы просто его поставили, он работает очень даже неплохо. Последние прошивки, там, которые получали, они поисправляли многие моменты, работает хорошо. Samba сервер, кстати, у этих роутеров с USB 3, они все на USB 3, у них есть и поддержка, и, допустим, тех же самых роутеров, да, там не роутеров, а модемов, USB флешек, да, либо поддержка тех же самых дисков внешних для поднятия, например, Samba сервера, DLNA сервера, они это все тоже умеют. Но этот роутер конкретно, если вам нужна скорость по воздуху, но при этом покрытие будет чуть-чуть хуже, чем у Flint 2. То есть оно будет не намного хуже, но оно будет хуже. Flint 2 все-таки в этом плане цена покрытия и мощность он выигрывает. У него, во-первых, процесс побыстрее, 2 ГГц, и поэтому там даже и аппаратное ускорение этих VPN сервисов тоже намного интереснее. И вот сценарий мой для Flint 3, так как я использую VR много, да, там MetaQuest и все остальное, это стримить VR без проводов. Отлично подходит, потому что 6 ГГц есть. Шикарно. Quest 3, Pico 4 работают отлично на нем. Или передавать терабайты данных по воздуху, по сути, в пределах квартиры. Wi-Fi 7 и диапазон 6 ГГц действительно сделают свое дело. Поэтому роутер рекомендуется, но вот с оговорками того, что есть. 3E. Вот здесь вот отличие с 3E. Все думали, что 3E сделают на медиатеке, и до сих пор никто не понял, нахрена они заморочились с этим 3E, потому что, по сути, это тот же самый Qualcomm, тот же самый IPQ5322, те же самые 4 ядра по 1,5 ГГц, но только там Tri-Band 2,4 плюс 5 ГГц плюс 6 ГГц, а тут Dual-Band 2,4 плюс 5 ГГц. И что самое интересное, все думали, ну, что там будет интересное, да, там. На самом деле, вот все то же самое. Намного дешевле? Да нет, он стоит примерно столько же на текущий момент, как новинка. И что они сделали? Они хоть здесь какое-то сравнение сделали. Все те же самые 650 мегабит на OpenVPN или на WireGuard они также заявляют. И ничего пока что такого супер отличного для себя я в нем не нашел. Просто двухдиапазонный. Мне кажется, что его сделали, как, знаете, как дело в том, что в Китае запрещено 6 ГГц. Flint 3 делали как международную версию, а это для внутреннего китайского рынка без 6 ГГц. Вот больше никакой разницы вы в нем не найдете. Тот же самый процессор, те же самые скорости, те же самые покрытия и та же самая память. Кстати, по памяти все эти роутеры оснащены 1 гигабайтом DDR4 памяти, и при этом есть хранилище у, допустим, того же Flint 2, у 3 там 8 гигабайт еще может быть хранилище. Хотя я видел, кстати, даже разные версии, там субверсии были, там с маленькой памятью было. Я, честно говоря, удивился, какой-то кастом, наверное, для того, чтобы хранить репозиторий, им можно было развернуться. И мы доходим с вами до Slate 7. Вот это один из самых интересных роутеров, который выпускает GLI.net. Я вам скажу, очень интересен. Он на Qualcomm 1,1 ГГц. И это вот обновление легендарной серии. У него, кстати, знаете что? У него окошко есть. Ну, мы сейчас все это в проходках увидите. У него есть два порта по 2,5 гигабита. Это Wi-Fi 7 роутер, двухдиапазонный, но это мобильный роутер. В чем его отличие? Он работает на DC, то есть он не работает не на DC зарядке, а на Power Delivery. Вы можете его с собой брать. У него тот же самый интерфейс, примерно как у Flint 3, да, по хранилищу тут немножко меньше. Но это конкретно мобильный роутер. Покрытие, что самое интересное, он спокойно покрывает двухкомнатную квартиру. Конечно, для квартиры использовать два порта 2,5 гигабита это еще то, но о чем говорится мобильность? Ведь можно же сделать точку доступа, например, из телефона. Точка доступа не есть полноценным роутингом. Она всего лишь обеспечивает доступ каждого клиента в сеть. А между собой эти клиенты зачастую из-за точек доступа, например, того же самого смартфона, не могут работать. Сюда подключается через USB-шечку какой-нибудь 4G, 5G модем, и у вас полноценная сеть
полноценная конкретная сеть внутренняя, которую вы можете масштабировать, разворачивать. При этом это тот же самый OpenVRT. Вообще здесь есть кулер, по идее, да, по-моему, да, есть. Я уже не помню, напишите, кто помнит, в Slate 7 есть кулер или нет. При том, что у него есть и DLNA, и Samba-сервер. Вы можете где-то в гостинице его подрубить, он может работать как точка доступа, организовывая свою, допустим, через Wi-Fi, через WISP, подключаться к какой-то сети. Это классная фишка. И это, по сути, ультимативное решение для командировок. Интерфейс вот внутри, вот вы вот прям не найдете разницы особой с остальной серией флинтов. Но это тот же самый Qualcomm и та же самая только базовая прошивка от OpenVRT от JLI.net. Вот сейчас вы скажете, ну подожди, ну что еще там интересного? Я вам рассказываю. Дело в том, что давайте так, сценарий работы. Вы приехали в отель, подключились либо через кабель к роутеру, который там стоит, если нет его, через WISP, да, то есть через Wi-Fi вы подключились им к Wi-Fi, подняли VPN-туннели и работаете в своей домашней сети, либо в домашней сети своей фирмы, либо в домашней сети своей корпорации. И этот роутер просто невероятен для этого. Он это все подтянет и поднимет. Кастомных ядер нет, возможно, будут в будущем. 6 ГГц нет, но он и не для этого. Это роутер для туннелинга. Теперь на секундочку, несмотря на то, что тут всего лишь 1,1 ГГц процессор, я вам рассказываю, скорости по WireGuard 500-540 мегабит в секунду он спокойно вытянет. По OpenVPN 100 мегабит в секунду он спокойно вытянет. А вот скорости по 5 ГГц здесь 1,5 гигабит. И все это не из-за того, что процессор не может или роутер не может. Он будет ограничен, потому что может быть перегрев при длительной нагрузке. Дело в том, что все-таки корпус компактный, а процессор очень мощный сюда поставили для такого корпуса. Ну и итоговые мои рекомендации. Вам нужен быстрый VPN, допустим, до 1 гигабита. Берем, ну вот именно почти без потерь, я имею в виду. Вы хотите чистый OpenVRT, полный контроль над системой без проприетарных блобов, вам не критичен Wi-Fi 7. Ну вот выбор Linux-овода, вот этот вот Flint 2. Flint 3E, Flint 3, ну это по сути одинаковые роутеры, только без 6 ГГц для рынка Китая. Пожалуйста, берете, вот если ты гик беспроводных каких-то технологий, тебе нужен 6 ГГц, чтобы уйти от зашумленного эфира соседей, берите его, ну ты готов мириться с тем, что вот прошивка будет только от производителя JLI.net, потому что пока сообщество доработает драйвера, пройдет, поверьте, еще немало времени. Slate 7 для дома слабоват. Но вот в отеле где-нибудь, либо на выезде, это прям король сети. Где-то организовать, допустим, у вас выездное мероприятие, выездное, там, допустим, какая-то работа, вы там поставили, организовали, вообще не вопрос. Какой-то конференц-зал, там, именно для себя сделать, для роутинга, для, там, короче, там вариантов много. Ребят, я свое слово сказал, ссылки все в описании под видео. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.